миссия нашей всей жизни – это раскрыть свое сердце, пробудить его. Когда мы открываем наше сердце и впускаем вот эту божественную любовь, то у нас решаются все наши проблемы. Мы исцеляемся, у нас гармонизируются отношения, мы становимся спокойными, принимающими, любящими. Поэтому это очень важно. Но чтобы открыть именно вот сердечную чакру, вы знаете, что она 4-я, да? Нужно также раскрыть все нижние чакры тоже. То есть сразу вот так раскрыть сердечную чакру, конечно, можно, но это не будет долговременным эффектом, да? Это не будет именно иметь тот эффект именно полной гармонии, да? Полной гармонии. Это может быть как бы какой-то вот сиюминутный такой эффект, да, но не долговременный эффект. Поэтому очень важно, да, конечно, начать раскрывать все свои нижние чакры. И причем самое важное, да, что сердечная чакра, она как раз находится посередине, потому что 3 нижние чакры, да, а потом еще 3 верхние чакры. И вот сердечная чакра находится посередине, она нас объединяет и делает нас целостными, потому что нижние чакры – это чакры телесного, материального мира, да? Это все, что связано с нашим родом, с нашей опорой, с нашим заземлением, понимаете, с нашей сексуальной, сакральной энергией, денежной энергией. Это все именно материальный мир. Понимаете, это очень важно их прокачать, чтобы полностью реализоваться в материальном мире, быть реализованным человеком. Понимаете? А реализация, она выражается в форме энергии денег. Что такое деньги? Да, мы знаем, говорим, деньги – это энергия. Да? Но очень важно и, в общем-то, доступно для понимания, что энергия, что такое энергия, да? А как сделать так, чтобы этой энергии было много, чтобы денег было много, да? То есть насколько человек ценен своими идеями, да, или вот именно теплотой и любовью, да, насколько он ценен, насколько он приносит вот этот такой важный вклад. А вы знаете, что каждый человек ценен, каждый человек может вносить вот этот вклад в коллективное сознание человечества. И если каждый человек проснулся, пробудился и раскрыл свое сердце, он уже вносит вклад вот в это коллективное, бессознательное, понимаете? Потому что он расширяет вот это поле, энергию любви, понимаете? Поэтому вот именно потому, как человек вносит вклад в коллективное, бессознательное, так сказать, божественная структура, божественная иерархия, также воздает ему и открывает для него поток изобилия. Вот. Но это на самом деле не так все просто, потому что очень важно также продолжать развиваться, получать знания, потому что с каждым знанием, с каждым развитием мы расширяем свою нервную систему, появляются новые нейронные связи, и мы расширяемся. Понимаете? То есть пока мы не расширились, мы не сможем открыться и внести вот этот вклад, ценный вклад в коллективное, бессознательное. Так вот, поскольку сердечная чакра находится в центре и между нижними и верхними чакрами,
Поэтому очень важно именно вот до 4-й чакры, до сердечной чакры раскрыть эти чакры, понимаете, раскрыть их. Вот. Существуют разные методы, как это делается. Часто бывает, они сами раскрываются, потому что человек работает над собой. Как он работает над собой? Он просто обучается, ему интересно, он идет по зову души и учится у разных учителей, знаете. Потому что учителей сейчас очень много. Сейчас такое время, такого изобилия учителей, это невероятно. Такого не было никогда. Не зря говорят, что это время просто трансформационное. Вот именно вот этот, вот именно сейчас, вот это время, когда вот вся ситуация в мире, да, также развитие технологий, понимаете, это все сейчас указывает на то, что еще идет борьба, кто-то говорит света и тьмы, кто-то говорит духовного мира и мира, там, скажем, технологий, искусственного интеллекта, да, и так далее. Но сейчас, как никогда, у нас есть возможность проработать все наши кармические узлы и создать новую жизнь. Новую жизнь прямо здесь и сейчас, не проходя бесконечные многочисленные реинкарнации, когда какая-то ошибка, какие-то ошибки, которые повторяются из жизни в жизнь, они проживаются в разных воплощениях опять и опять, пока человек, наконец, не проработает их. Сейчас мы это можем сделать в этой нашей жизни, прямо в нашей жизни. Даже, например, в одной сессии кому-то удается, пройдя курс, несколько разборов или там проработок, разные методы есть, погружений, да, осознания всевозможных. И осознать. Знаете, что именно осознание уже, оно решает, больше половины этой проблемы. Понимаете? Когда человек осознает, и он видит, ах, вот оно что было, вот в чем была причина. Понимаете? И он уже не повторяет эти ошибки, потому что он осознал, понимаете? И уже в этом он уже прорабатывает сам себя, понимаете? Но для этого нужно дойти до такого уровня осознанности, да, и также окружить себя вот таким сообществом единомышленников и найти хороших учителей, понимаете? Это нужно учиться постоянно, до последнего вдоха, понимаете? Мы учимся до последнего вдоха. Вот. Но в выборе учителя я очень чувствую, когда у человека свет есть, внутренний свет, понимаете? Он не обязательно будет говорить все время о Боге, не обязательно, но у него есть внутренний свет. И он именно является проводником вот этого божественного света. Вот. И в таком случае у меня возникает доверие к такому человеку, к такому учителю. Поэтому для меня это самое ценное. Все эти методы, они могут быть разными. Это может быть метод крия-йоги, это может метод какой-то другого вида йоги, это может быть метод психосоматики или расстановок, метод регрессии. Методов очень много, очень много. Вот. И можно все их использовать. Я, например, использую эти методы в комбинации. Это может быть и расстановки, разборы, это могут быть и регрессии, и может быть и психосоматика, и это, конечно, энергопрактики. Когда открывается какой-то поток, ты становишься проводником этого потока. Сердце играет огромную роль как проводник между, как я уже сказала, телом
и душой. С древних времен считалось, что именно в сердце живет наша душа, да? Не в голове, а именно в сердце. Да? И действительно, даже последние исследования многочисленные обнаруживают, что в сердце находятся также нейроны. И сердце тоже имеет свой мозг. Понимаете, как бы есть головной мозг, а есть сердечный мозг. Понимаете, нейронные связи. А также сердце обладает магнитным полем, которое даже превышает по своей силе это электромагнитное поле мозга. Понимаете, если вы помните такие изображения, то именно вокруг головы, для сравнения могу сказать, скажем, поле где-то около метра, а вокруг сердца 3 метра. Слушая свое сердце, прислушиваясь к нашей интуиции, голосу души, как мы еще говорим, да, мы чувствуем вот именно себя. Но самое интересное, что в мозге нашем находятся тоже не самые важные такие структуры, например, в области шишковидной железы, кристаллы, которые играют очень важную роль тоже в развитии сверхзнаний человека, сверхспособностей человека, в том числе интуиции. И поэтому, вот знаете, именно в медитации, когда мы медитируем, когда мы делаем практики, когда мы находимся в медитации, имеется в виду не обязательно вот сидеть в позе лотоса, да, и медитировать. Это можно просто находиться на природе, слушать пение птиц, слушать течение воды. И вот в этот момент мы можем на несколько буквально секунд погрузиться в альфа-состояние и получить именно такой же эффект, как если бы мы сидели целый час в позе лотоса, понимаете? То есть даже когда человек медитирует, он погружается только на какие-то доли, скажем, секунд, да? То есть не все время мы находимся в глубокой медитации. Поэтому именно вот это состояние глубокой медитации может возникнуть даже когда мы гуляем на природе, слушаем пение птиц, звуки природы, например, шум дождя, водопада, да? Или когда мы, например, сидим, слушаем музыку, когда мы соединяем вот эти два важных органа, как наше сердце и наши именно структуры головного мозга, там, скажем, шишковидная железа, когда вот наш мозг находится тоже во время такого состояния, альфа-состояния, да, расслабления, покоя, и когда вот сердце находится тоже в этом состоянии, и мозг одновременно происходит многократное усиление вот этих альфа-волн, которые даже могут увеличиваться до тета-состояния, да? Тета-состояние, то есть такие очень высокие волны, очень высоких вибраций, полного спокойствия и состояния, когда мы испытываем такие чувства, как безусловная любовь, принятие и благодарность. Вот. Это все приходит именно в моменты вот такого погружения и расслабления и полной гармонии между сердцем и мозгом. Когда мозг, он совершенно успокаивается, нету никаких вот этих состояний тревоги, страха, там, беспокойства, и тогда он просто совершенно спокойный, совершенно спокойный, никаких мыслей, полное спокойствие. На каждом моем курсе всегда много практик, и всегда мы учимся погружаться, мы учимся
расслабляться, потому что без этого не будет никакого эффекта. Надо научиться расслабляться и погружаться в альфа-состояние. Вот. И раскрывать свое сердце. Потому что если мы не раскроем наше сердце, мы не достигнем этой гармонии.